А вот и первый сигнал. Вот торчат алюминиевые провода. Но самое печальное, так как снега нету, вот то, что подсыпало, это буквально ночью. На неделе почти 4 дня минус 10. И вся земля замерзшая. Так, ну вроде как не совсем и печально. О, красавица. Смотрите, не знаю, насколько большой, но он вылазит. Вот он, красавец. Не особо большой, но тем не менее, это кабель. Ах. Всем привет. Сегодня у нас конец ноября. Еще последняя неделя остается. И декабрь. Зима наступает. В этом году, как я уже сказал, у нас снега мало, а морозы уже стоят. Около дороги я прошел, не показывал. Но там земля вся прихвачена. Прям все, не выкопать ничего. Поэтому я решил, что лучше пройтись по этому месту. Если будут какие-то находки, то это будет обрывки кабелей, цветнина. Ну и металл стоит 10 рублей, поэтому не слишком-то актуально. А цветнина, она все-таки стоит денег. Пойдемте искать. Надеюсь, что находки сегодня будут радовать. Следующий сигнал я уже начал копать. Сначала он был слабенький. Думал, какая-то мелочь. Но как ямку сделал, сигнал усилился. Вот такая яма. Почти на штык. А там желтенькая. Виднеется желтая табличка. Теперь придется ее доставать. Зря, что ли, я копал такую яму. Ну, штык лопаты. Тяжеловато вышло. Вот такая табличка. Вон, столбик, кусочек еще остался. Отобьем об камень. Решил отойти в сторону. Так, у нас тут даже перегруз. Ну, по звуку, наверное, опять табличка. Ну, ладно. Ох ты, блин, как в ногу-то, а. Да, это опять табличка. Ну, такая вся ржавая, наверное. Из старых. Ух ты как. Прихватило, конечно. Да-да. Вот она. Это такая тоненькая. А та, которую выкапывали, была толстой. Прозвучал сигнал. Я думал, какая-то мелочь. Не стал показывать. А это у нас кабель. Ребятки, это у нас кабель. Я рад. Лайк, я думаю, заслужил. Где, ребят, там в стороне прошел. Там крышка от банки. Тут тоже банка. Так раз выхожу. А тут прибор прямо орет. А это у нас соединитель от кабеля. Блин, вообще зачет. Просто прет. Просто сегодня коп уже удался. Так, сейчас прибор поставим. Ох ты, он примерз. Вот она, красота. Так, с той стороны. Опа. Да, тут торчит кусок кабеля. И внутри там будет у нас цветнина. Как раз соединение. Не помню, по-моему, полкило меди точно внутри получается. Это заслуживает вашего жирного лайка. Под тем деревом лежал соединитель. Отходим в сторону. Прибор просто орет. Сдается мне это второй.
Он самый. Вот это да. Красавец. Раз они попадаются по 2 штуки, я так думаю, что раньше тут и кабеля 2 было. Уже не раз замечал. Нашел один соединитель. Значит, где-то рядом будет второй. Ой-ой-ой, тяжелый-то, а? Вот так вот. Красавица. Какая красота. Солнышко проглядывает. Беленькое все. Не знаю, будет вам видно. Попытаюсь заснять, как она на макушках деревьев блестит. Только ради этого можно было поехать. Прошел метров 100. Иду в обратную сторону, по другой половинке. И вот такая находка. Лопата. Ну и кусок жестянки. Кабеля больше не попадалось. Я уже вернулся, где соединители были. Сейчас дойдем до того поваленного дерева. И пойдем в машину. Часть металла отнесем, попьем чайку. Ну, а пока идем назад. Не знаю что, на сигнале. Вообще классно. Так вроде ничего, нет ничего. Давайте откопаем. Да, копать легко. Ребят, я уже вижу, что это. Это то, зачем мы приехали сюда. Вот он, красавец. Вылазит. Вообще, где вот эти соединители, и все, надо даже лес обследовать. 2 года назад мы нашли место, там соединители были метров 50 вглубь леса. Целую бухту такого кабеля нашли. Но она лежала там, скорее всего, со времен, когда его проводили. Просто соединяли. Остался лишний кусок, и его в сторону отнесли и там положили. Да, блин, сверху прихвачено все. Нелегко. О, просто, блин, а. Вот она, сложность зимнего копа. Сдается мне, тут еще сзади меня что-то лежит. Так, и там уходит в бок. Вот о чем я говорю. Скорее всего, этот кусок когда-то был ремонтное соединение, а тут копали экскаватором, просто землю сюда откинули, да и все. Ох, пластами какими. И еще уходит, да? Лопата стала часто загибаться. Ух, ладно. Чтобы вас тут не трясти, выкопаем и покажем. Ну долго так. Минут 10 я. Сколько тут? Раз, два, где-то 3,5-4 метра. Ух, вообще класс. Ой, не знаю, даже может быть, я сейчас тут дойду до того места, откуда начинал. Попью чаю и поеду уже домой. Посмотрим. В принципе, улов-то у меня на сегодня вообще шоколадный. Ладно, видно будет. Все-таки на улице
прохладно, а такой насморк есть. Чтобы не заболеть, поберечься. Так, ну что же, тут кабель откопали. Что-то еще сигналит. Тут вообще цветной. И все пропадает. Тут какой-то такой размазанный. Ладно, копаем. Тут рядом оказалось два куска оплетки, кусок фольги алюминиевой и свинцовая такая трубка из кабеля. Заплавлена с одной стороны. Это вот рядом были соединители. Видимо, соединяли кабель. А новый он, наверное, был вот так заплавленный. Вот срезали кусок, вытащили. Ну, пойдет свинца тут. Грамм 100 будет точно. О, как вкусно. За вас, ребята. О. Кстати, забыл еще. С дедушкой-то мы не поделились. Вот его одна доля. Обязательно. Все свои находки я стаскал. Вот они, два соединителя. Табличка. Кусок жести не показывал без вас. Выкопал лопата. Вот там еще одна табличка. Кусок кабеля первый, который самый нашел. И два отрезка. Ну, я вам скажу, вот эти соединители, каждый где-то килограмм 20 он точно весит. То есть это уже 40. И вся жестянка 50 кило железа у меня будет. Ну и кабелей. Ну, а я пока буду таскать до машины метров 100. И покажу вам загрузку багажника. А багажник у меня не пустой. Ну, вот что у меня в багажнике. Раз, два, три. Соединителей тут 3. Кабеля. Ну и немного металла. Ну, ребят, металлокоп у нас сегодня получился. Я вот так вот доволен результатом. Медяшка, она всегда радует. И металла там хорошо получилось. Как я уже говорил, 50 кило металла точно будет. Ну и сколько меди? Не знаю. Сделаю обзорчик, посмотрим. Но я думаю, килограмм по любой будет меди и другого цветного металла. Так что вот так вот. Все отлично. В лесу хорошо. Вообще отлично. Камера запотевает. Холодно, конечно. Но вас попрошу, кто еще не подписался, подпишитесь на канал. Мне это будет очень приятно. Если у кого-то есть возможность, то подпишитесь и на Яндекс.Дзене. Ссылочки в описании к ролику есть. Мне там немного осталось совсем набрать. Ваша поддержка для меня будет очень много значить. Но все-таки не устаю удивляться этой красоте. Красота вообще классная. Сегодня я копать больше не буду. Пробежал еще метров 50 в другую сторону. Сигналов не было. Может быть, завтра приедем. Попробую позвать сына с собой. Всем, кто копает, желаю всем мощных сигналов, цветных сигналов побольше. Ну и выезжайте. Я думаю, если снега у вас еще немного, вот тут земля прихвачена, но я все равно пробился, у дороги плохо копалась, а здесь чуть вглубь леса копалась уже нормально. А кто не копает, просто смотрит. Всем счастья, будьте здоровы, ну и до скорых встреч. Мощных сигналов под катушку. Да блин, эти машины, а.
Чего они ездят бесконечно туда-сюда, туда-сюда, блин?